Вишня, Птум, Экей... Ой, не оттуда начал читать. Привет, с вами Орех. Да-да, Орех тот самый, который, надеюсь, уже не нуждается в представлении, ведь вы уже на моем третьем после возвращенческом ролике моей специальной рубрики, где я, Орех, да-да, тот самый Орех, переживший нападение зомби и который с последних сил по крупицам собрался, восстановился обратно, чтобы записывать вам видео. И в этом видео мы затронем такое растение, цикл жизни, которое заканчивается схоже, как и у всех им подобных, так как для них честь так поступить, пожертвовать собой ради других. Ведь их искусство — это взрыв. И речь, конечно же, о таком импульсивном ягодном дейте, как Вишня, Дум, Экей, Чири, Бомб, близнецах, которые не могут жить друг без друга и которые соединены прочными узами с самого рождения и до самых последних секунд их жизни. Да-да, жизни, которые они дают взамен на мимолетную мощь, которая сравнима в целых 90 горошин. 90 горошин горохострела обыкновенного, да-да, того самого горохострела, который фигурировал в моем первом дебютном ролике этой фундаментальной рубрики. Если вы вдруг его не смотрели, то обязательно посмотрите, я уверен, вы будете в шоке от услышанного. Такого вы о горохостреле точно не знали. Так вот, урон в 90 горошин, и столь громадный урон, чтобы вы понимали, не просто одиночный, но еще и распространяется на определенный радиус, и всем, кто в этом радиусе, нанесется этот урон, вне зависимости, где их предполагаемая цель будет находиться в этот момент. Будь то над землей, под землей, на земле или под водой, они их достанут где угодно, если это происходит в радиусе 3 на 3. Да-да, радиусе 3 на 3, а то бишь в суммарном радиусе 9 клеток, ведь 3 на 3 будет 9. И притом распространяется их мощь не лишь на живые или движущиеся предметы, в которых находятся живые... Блин, зомби-то, наверное, не живые, но вы поняли. Взрывной волной они также устраняют очень неприятную вещь в обычном прохождении и очень приятную в выживании бесконечно. Тем самым это как и минус, так и плюс. И этой вещью является лестница. Да-да, та самая лестница, которая носит с собой зомби, с лестницей, появляющейся на локации крыша и держа в руках которую он получает баф скорости до момента, пока он не подберется к оборонительному флангу, где он сможет поставить ее на любое защитное растение. Тыква, большой орех, просто орех, то бишь я, что как бы ужас, кошмар. И как раз эту дилемму Вишня также решает. Тем самым становясь для практически любого эпизода игры одним из ключевых растений, учитывая ее не особо огромную цену в 150 солнц. Да-да, солнц, который дает как раз солнцегриб, так и подсолнух. Да-да, подсолнух, героиня моего прошлого видео. Очень тоже, кстати, интересно и получилось, советую его вам также посмотреть, ибо это то растение, которое незаменимо. Без вишни той же подсолнух можно посадить, а вот без подсолнуха накопить 150 солнц будет довольно тяжелой затеей днем и невозможной ночью. Хотя там опять же есть солнцегриб. Ну в общем, при этих характеристиках урон в 90 горошин, радиусе 3 на 3, стоимости в 150 солнц, самая негативная, но в то же время и оправданная характеристика — это время перезарядки длиной в целую жизнь. Жизнь, которая хоть и героически, но так или иначе обрывается очень трагично. И мне, как никому другому, это известно на собственном опыте. Ведь орехи и вишни работают, например, на одном фланге поляны, и зачастую сообща. И я своими глазами очень часто это лицезрел, а один из случаев и вовсе въелся мне в память. Точнее, их немногословный диалог в этот момент, который сейчас как эхо у меня лунает в голове. Это была ожесточенная борьба. Ситуация на поляне была критической. Фланги разрушили шахтеры, подмога еще не подошла. Гига-гаргантюа рвал и метал все на своем пути. Еще немного, и он бы дошел ко мне с ордой зомби, а затем и к дому. И тут из ниоткуда появляются они. И тут же, пока еще зомби не вдуплили, без капли сомнения решительно один из братьев сказал: «Я хочу взорваться». А второй поправил его, проговорив героическую фразу: «Нет, давай лучше сдетонируем». Кто знает, если бы не они в тот момент, я бы уже давно был превращен в лепешку, мгновенно размазан, расщеплен на атомы, и никакие тела зомби мне бы уже не помогли. До конца жизни я буду им благодарен, ведь что тогда, что сейчас, в самый необходимый момент всегда они появляются и без колебаний жертвуют собой ради светлого завтра, где все будут жить в мире и гармонии.